Влажный, пропитанный ароматами гниющих листьев и экзотических цветов воздух джунглей буквально облеплял лицо Алекса, когда он, спотыкаясь о выступающие корни вековых деревьев, пытался не упустить из виду рыжее пятно, стремительно удаляющееся вглубь непроходимой чащи. Его ярость не знала границ, ведь этот наглый орангутанг не просто стащил его новенький фотоаппарат с бесценными кадрами, но и словно издевался, то и дело останавливаясь на нижних ветках и дожидаясь, пока задыхающийся человек снова приблизится на расстояние броска. Погоня продолжалась больше часа, и когда Алекс уже готов был в отчаянии повернуть назад, деревья внезапно расступились, открыв взору величественные руины заброшенного храма, чьи каменные стены, увитые лианами, казались естественным продолжением самого леса, давно стершего этот архитектурный памятник со всех существующих карт. Обезьяна, больше не пытаясь скрыться, сидела на верхушке полуразрушенной статуи древнего божества, чье лицо было почти полностью поглощено мхом, и, аккуратно положив камеру на каменный выступ, настойчиво указывала длинным пальцем на узкий проход, ведущий во внутренний двор, где сквозь густые заросли папоротника едва заметно пробивался тонкий сизый дымок костра. Если ты думал, что я соглашусь на такую утомительную экскурсию ради пары кадров этих развалин, то ты явно переоценил мое любопытство. Хотя теперь мне действительно интересно. КТО может жить в такой глуши, где на сотни миль вокруг нет ни одной живой души, кроме диких зверей и вечного шума цикад. Вполголоса рассуждал Алекс, включая запись на своем резервном телефоне и осторожно ступая на потрескавшиеся плиты древнего пола. Войдя под своды храма, он на мгновение ослеп от резкого контраста света и тени, но когда глаза привыкли к полумраку, он замер на месте, чувствуя, как по спине пробежал ледяной холод, ведь за импровизированным деревянным столом сидел глубокий старик, в чьих пронзительных глазах и характерном волевом подбородке Алекс мгновенно узнал знаменитого миллионера-филантропа Генри Уолтона. Этот человек, чье состояние исчислялось миллиардами, бесследно исчез после крушения частного самолета над этим зеленым океаном 10 лет назад и давным-давно официально считался погибшим, став лишь очередной грустной легендой в истории авиации. Оказалось, что, пережив катастрофу, старик обрел здесь не только спасение, но и долгожданное уединение от суеты цивилизации, став своего рода хранителем этого забытого места, а верная обезьяна, превратившаяся в его единственного друга и связанного, решила, что спустя столько лет ее хозяину все же пришло время вернуться к людям или хотя бы передать о себе весть. Крик Алекса, осознавшего масштаб своего открытия, эхом разнесся по залам древнего храма, возвещая о том, что самая большая тайна джунглей наконец-то была раскрыта благодаря хитрости и преданности лесного обитателя. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.